Всем привет! Сегодня приготовим запеканку из кабачков. Запеканка получается вкусной и ее выходит много. Готовится она очень просто из самых доступных продуктов. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала небольшими кубиками нарезаем 1 кг цукини или кабачков. Также можно использовать патиссоны. У молодых кабачков кожу сверху и семена в середине очищать не нужно. У более зрелых желательно срезать кожу и выбрать семена. Подготовленные цукини перекладываем в дуршлаг, который стоит в миске. Все солим примерно половиной столовой ложки соли и перемешиваем. В таком виде цукини оставляем примерно на 10-15 минут, чтобы они пустили сок. Подготовим остальные ингредиенты. 3 небольших луковицы нарезаем четверть кольцами. Нарезанный лук кладем на сковороду с небольшим количеством растительного масла и пассируем до золотистого цвета. 100 г сыра трем на крупной терке. Мелко измельчаем небольшой пучок петрушки. В большую миску разбиваем 6 яиц. К яйцам добавляем 250 мл сметаны любой жирности. Все немного солим, не забываем, что цукини уже соленые, и перчим. Все перемешиваем венчиком до однородности. Также у меня на канале есть и другие рецепты с кабачками, смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Цукини уже пустили сок. Дополнительно отжимаем их руками от жидкости и добавляем в яичную смесь. Сюда же добавляем нарезанную петрушку, тертый сыр и пассерованный лук. Все хорошо перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Диаметр моей формы 24 см. В подготовленную форму перекладываем кабачковую смесь. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 40 минут. Запеканка из кабачков получилась нежная, очень вкусная и ароматная. Готовится она просто и легко, а получается ее много. Это отличный вариант ужина для всей семьи. Если вам понравился рецепт такой запеканки из кабачков, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.